Приветствую всех, уважаемые геймеры и геймерки, с вами команда Game.ru. Игра-новинки, и сегодня мы возвращаемся с порцией самых свежих и захватывающих игровых новостей. В мире видеоигр всегда что-то происходит, и наша задача поделиться с вами всеми горячими событиями, трейлерами, анонсами и обновлениями. Итак, игроманы, приготовьтесь начать захватывающее путешествие по миру игр, но перед этим не забудьте подписаться. А теперь погнали разбираться во всех деталях. На данный момент распространяется информация о том, что в GTA 6 появятся возможности, о которых мечтали многие игроки еще в начале 2000-х. Речь идет о том, что в этой игре игроки смогут посещать множество зданий, и некоторые из них будут подвержены ограблениям. Эти сведения не являются просто шуткой, они основаны на утечках информации и информации о геймплее. Такая интерактивность, скорее всего, добавит игровому миру GTA 6 больше масштаба и позволит игрокам более детально исследовать его. Это неудивительно, учитывая, что грабежи и взломы должны стать ключевыми элементами игрового процесса. Кроме того, ожидается внедрение онлайн-режима и ролевых серверов, что представляется логичным шагом для новой части GTA. В общем, в игре будут представлены целых 157 разнообразных интерьеров зданий, и, безусловно, это еще не окончательные цифры. Игра «Человек-паук 2» озолотилась, и его выход в прокат больше не откладывается. Одновременно с этим появились рецензии и новые подробности. В игре предусмотрено 3 графических режима: 30 FPS 4К, 40 FPS 4К с визуальными эффектами и режим с разрешением 1080p. Важно отметить, что трассировка лучей доступна во всех 3 режимах. Атмосфера Spider-Man 2 мрачнее, чем у предшественника, но не лишена юмора. Графика стала более детализированной и выглядит великолепно. У персонажей Питера и Майлза есть 2 уникальных дерева навыков, а система уровней стала сложнее. Также добавлена новая система блоков атаки и различные транспортные средства. Крылья Питера позволяют ему быстрее передвигаться по карте, а его костюм симбиота играет важную роль в игре. Его способности можно комбинировать с любым из 3 Человеков-пауков. Боссы будут более глубокими и эпичными, чем в оригинале, а также добавлены шкалы здоровья. Несмотря на удвоение размера карты, время прохождения полной игры осталось примерно таким же, как и в предыдущей части — 15-20 часов, а на исследование всей карты уйдет 50-60 часов. На днях был предоставлен новый геймплей игры Alan Wake 2. В этом видеоролике был продемонстрирован игровой процесс с участием самого Алана Уэйка. События разворачиваются в темной обители и кошмарной версии Нью-Йорка. Уэйк встречает знакомое лицо детектива Алекса Кейси, персонажа, которого он создал для своих книг. Интересный момент в том, что этого персонажа также сыграл сам Сэм Лейк, креативный директор игры. Это напоминает нам Макса Пейна, но не только потому, что Лейк также играл этого персонажа, а также из-за стиля. На протяжении геймплея были продемонстрированы перестрелки и использование фонарика в борьбе с врагами. Релиз игры запланирован на 27 октября. Несмотря на то, что недавно завершилась выставка Tokyo Game Show, произошло много событий, и все было ожидаемое, а второе дополнение для Atomic Heart никто не ожидал. Описать дополнение можно в 3 словах. Эти мохнатые существа множатся в Лимбо и, похоже, пересекаются с событиями предыдущего DLS. Лимбо — это особое место, где подсознательно переживается настоящий хаос. Прошлое майора Нечаева, похоже, хранит больше тайн, чем нам рассказывают. Возможно, первые дополнения к этой истории были сном, вызванным Харитоном. Наша команда активно разрабатывает теории относительно сюжета и ждет ваших комментариев. Это рекламная зона, короче. Привет, дорогие друзья! У нас для вас отличные новости и потрясающая возможность выиграть игровую механическую клавиатуру от Red Dragon. А чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить всего 2 простых шага. Подпишитесь на наше сообщество во ВКонтакте и на наш канал. Поставьте лайк записи во ВКонтакте и пришлите скриншот вашей подписки на канал в YouTube в комментариях записи. А итоги розыгрыша мы подведем 13 декабря. Спешите присоединиться и получить шанс выиграть эту потрясающую клавиатуру. Удачи вам! Это конец рекламной зоны. Раскрыты системные требования и продемонстрированы особенности ПК-версии игры Assassin's Creed Mirage. Игроки смогут пройти игру в 4К разрешении и с разблокированной частотой кадров. В игре предусмотрены широкие настройки графики и поддержка одновременного использования геймпада и клавиатуры с мышью. Также поддерживаются широкоформатные экраны, а в игре встроен бенчмарк. Кроме того, ПК-версия поддерживает технологию DLS и FSR, доступные с момента релиза.
игре. Что касается системных требований для запуска игры в 1080p и 30 FPS, будет достаточно GTX 1060 и процессора Ryzen 5 6000. Для игры в 4К при 60 FPS потребуется более мощная система. Отмечаем, что последние релизы в серии Assassin's Creed не имели серьезных проблем с оптимизацией. Спустя 5 дней после выхода игры Payday 3 серверы шутера в основном падали, создавая проблемы для игроков, так как в игре нет однопользовательского режима, а игра требует постоянного подключения к сети. По словам разработчика, это проблемы связаны с ошибками, вызванными большим количеством игроков. В настоящее время все усилия студии направлены на решение этой проблемы. Однако официальной поддержки модов в игре нет, так как они постоянно привязаны к серверам для борьбы с читерами. В то же время разработчики пообещали добавить новую линейку способностей и рассматривают возможность введения убежищ, как во второй части игры. Конечно, это интересные перспективы, но пока не ясно, когда все обещания будут выполнены. На этой неделе произошло весьма неожиданное объявление от Ubisoft. Они анонсировали разработку игры The Division 3. Это произошло после того, как Месси объявила о изменении в студии и повысила Джулио Гивинти до руководителя всей франшизы The Division. Новости о начале разработки The Division 3 под руководством Гивинти говорят о том, что работа над третьей частью этой серии стартовала в полную силу. Для поклонников этой франшизы это действительно важное событие, хотя пока что детали о игре еще не раскрыто. Благодарим вас за то, что провели это время в нашей компании. Мы представили вам самые актуальные и захватывающие игровые новости. Надеемся, что вы нашли что-то увлекательное и интересное. Если у вас возникли новые идеи или хочется поделиться своим мнением, не стесняйтесь оставить свои комментарии ниже. Не забывайте поддерживать нас, ставить лайки, подписываться на наш канал и активировать уведомления, чтобы всегда быть в курсе свежих новостей и не только. Мы также приглашаем вас присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Discord. В этих сообществах вы сможете обсудить игры, получить ценные советы от опытных геймеров и поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу активность и готовы создать пространство для настоящих ценителей игр. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Game Room, игроновинки, где всегда все делается с душой. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something